Всем привет! В этом видео я постараюсь объяснить, что такое Daily Bias и как его использовать в своей торговле. Daily Bias. Как предсказать рынок заранее? Так, поехали. Что такое Daily Bias? Daily Bias – это главный ориентир на день. То есть, куда рынок, скорее всего, будет двигаться в течение дня. Вверх, если вверх, то есть это бычий bias, вниз это медвежий bias. И если останется в консолидации, это нейтральный bias. Если объяснить по-современному, Daily Bias это как Google Maps, карта Google Maps. И если маршрут проложен на север, ты едешь туда, даже если по пути есть повороты. А если маршрут проложен на юг, вниз, значит, ты все равно будешь ехать в эту сторону, не сворачивая случайно куда попало. Да? Грубо говоря, образно говоря, это карта. То есть ожидаемое направление движения цены на текущий торговый день. Daily Bias это как компас, без него ты идешь вслепую по рынку и постоянно сворачиваешь не туда. А с байесом у тебя есть направление, и ты перестаешь гадать и начинаешь двигаться системно. Это как прогноз погоды. Если по прогнозу ожидается дожди, ты берешь с собой зонт. Так и в трейдинге. Если у тебя байес лонговый, ты ищешь покупки, а не продажи. Почему байес так важен? Просто подумай, что происходит, когда ты садишься торговать. То есть ты открываешь график, и что в это время происходит? Ты попадаешь в хаос. Но большинство новичков, у них происходит именно это. Они попадают в хаос. То есть каждая свеча кажется сигналом, каждая тень шансом. В итоге случайные входы, выбитые стопы и вечная гонка за движением. Не так ли? А теперь представим другой сценарий. У тебя есть daily bias, то есть карта на день. И ты заранее знаешь, где рынок с большей вероятностью будет охотиться за ликвидностью, в какую сторону рынок будет двигаться и где даст возможность войти по направлению основного потока. Ты теперь работаешь не в темноте, а с фонарем. И ты уже не угадываешь ценовое действие, а действуешь строго по плану. Daily Bias превращает хаотичную торговлю в системную игру. И это ключ, который отделяет новичка от трейдера с настоящей стратегией. Если это сказать простыми словами, вот представь, что ты собираешься в незнакомый город, без карты и без навигатора. Что будет в таком случае? Ты будешь ходить кругами, будешь терять время, злиться. Так же и происходит в трейдинге. Когда у тебя нет четкого направления, куда будет двигаться цена по отношению к следующему дню, то в твоей торговле происходит хаос и случайности. Ты будешь торговать чисто случайностями. А Daily Bias – это карта на день. Он показывает, куда рынок с большей вероятностью пойдет, вверх, вниз, либо останется в боковике. А когда у тебя есть эта карта на руках, ты уже перестаешь гадать и начинаешь действовать строго в соответствии с этой картой, то есть по плану. Новички путаются в каждом движении, то есть у них нет направления, они не знают, как это направление читать. А трейдер с Daily Bias видит четко, вот зона охоты за стопами, а вот точка, где можно войти в сделку. По крайней мере, у меня было так. Пока я не понял Daily Bias, у меня была торговля хаотичная, случайная. Именно Daily Bias делает торговлю системной, а тебя спокойным и уверенным, потому что направление дня, которое ты знаешь заранее, дает тебе спокойствие. Тебе остается лишь поймать вход по направлению основного движения. Основные принципы в этой концепции, да, что это фитили, это тело свечи и закрытие. То есть фитили – это манипуляция, тело свечи – это история, и закрытие свечи – это консенсус рынка. Вот эти три детали дают работу в этой концепции, то есть дают понимание, как работать именно с этой концепцией.
Но прежде чем мы приступим к детальному изучению этой концепции, я хочу напомнить вам о самом главном законе рынка. Да? В рынке есть закон цены. Что это такое? Это ликвидность и баланс. Что такое ликвидность? Ликвидность – это когда цена ищет для себя топливо. То есть топливом являются стоп-лоссы, лимитные ордера других трейдеров. Это и есть бензин для движения цены. Когда рынок идет за стопами выше high, либо ниже low, это и есть поиск ликвидности. То есть это называется External Range Liquidity. А коротко говоря, это RL. Это первый закон, то есть что выполняет цена в рынке. Если это объяснить образно, представь акулу, которая охотится за стаей рыб. И ей нужно съесть их, чтобы двигаться дальше. То же самое и происходит и в рынке. Чтобы цена могла двигаться дальше, ей нужна ликвидность. А ликвидность – это стоп-ордера других трейдеров. Второй закон – это баланс. Это возврат к справедливой цене. Когда цена уже делает захват ликвидности, она что делает? Она возвращается опять в диапазон, где цена находится в справедливой стоимости. Обычно это в ICT-концепции называется Fair Value Gaps, FVG, имбаланс. То есть, когда цена возвращается внутрь диапазона имбаланса, это и есть баланс. То есть, получается, вот цена на рынке выполняет только два действия. Это охота за ликвидностью и возвращение в диапазон справедливой стоимости. Все, вот эти два элемента. А если опять образно объяснить это, то представь маятник, да, как он работает, принцип работы маятника. Просто представьте себе, вот маятник – это диапазон рейнджа. Вот здесь low, здесь high. И когда цена находится в середине, обычно это всегда приходится к имбалансу. То есть цена находится в имбалансе, и как только цена начнет охоту в одну из этих сторон рейнджа, либо sell side, либо buy side, как только цена сделает захват ликвидности, допустим, buy side, после этого цена вернется обратно к имбалансу. Она обязана вернуться к имбалансу. Это закон рынка. То есть цена двигается только вот именно между этими двумя действиями. RL и ERL. External Range Liquidity и Internal Range Liquidity. По статистике, 60-70% времени рынок проводит именно в ERL режиме, то есть внутри диапазона. Только 20-30% времени рынок проводит в RL режиме, но дает 70-80% прибыли. Нам нужно именно попасть вот в это окно, то есть внутрь этого процента. Когда цена будет охотиться именно за RL, то есть за внешней ликвидностью. Итак, алгоритм определения daily bias. Как мы определяем daily bias? Как мы узнаем направление цены по отношению к следующему дню? Первое, что нам важно знать, это анализ закрытия свечи и его значение. То есть закрытие предыдущего дня. Второе – это разворотные паттерны, либо продолжающие паттерны. Паттерны закрытия. И третье – это подтверждение. Подтверждение у нас через SMT, SMT-дивергенцию. И четвертое, когда мы уже имеем базу на основе вот вышеперечисленных этапов, нам остается лишь сделать анализ и определить long либо short направление. Или же мы пропускаем эту торговлю, если анализ будет показывать то, что цена будет находиться в консолидации. Ключевая концепция анализа. Что это такое? То есть на чем базируется анализ по этой концепции? Это подтверждение закрытия дня. Все. То есть это ключевая концепция анализа, которая помогает трейдерам определить истинность движения цены
и принять обоснованные торговые решения на базе этого. То есть нам нужно просто знать закрытие дня, предыдущего закрытия дня. Этого достаточно, чтобы делать анализ по отношению к следующему дню. Но до этого нам нужно понять структуру формирования свечи, потому что это самый важный момент. Не зная этого, очень сложно будет вообще ориентироваться в этой концепции. Но это не сложно, это довольно-таки легко. Итак, PDH, PDL, PDO и PDS. 4 элемента формирования цены. Первое PDH, Previous Day High. Это максимум предыдущего дня. PDL, Previous Day Low. Минимум предыдущего дня. И PDO, Previous Day Open. Это открытие предыдущего дня. И закрытие предыдущего дня. Это Previous Day Close. Как это выглядит на схеме? Да? Вот здесь схема. Как формируется вообще свеча. Первое у нас всегда открытие свечи. То есть диапазон, где открывается новая свеча. Вот оно. После открытия обычно у нас цена делает манипуляционное движение для того, чтобы завлечь неопытных трейдеров в ложном направлении. Вот сюда запрыгивают шортисты, и цена типа в ложное направление входит, начинает шортовое движение и делает разворот, тем самым здесь формируется минимум дневного цикла. Вот. После этого цена разворачивается и происходит разворот тренда. И начинается формирование тела свечи. Вот это тело свечи. После этого цена создает максимум дня. После максимума уже сворачивается и происходит закрытие дневной свечи. Вот 4 эти элемента, они самые важные. Значит, это открытие, здесь минимум дневного цикла, далее формирование тела свечи, здесь происходит expansion, дистрибуция, расширение. Создается максимум дня и закрытие дневной свечи. То же самое и это бычий сценарий, а здесь медвежий сценарий. Разница лишь в бычьем сценарии открытие у нас всегда в дискаунте, в медвежьем сценарии открытие в премиуме. Итак, здесь у нас открывается медвежья свеча. После этого первое действие, свеча должна создать свой максимум. Первое движение в high создается максимум дневной свечи. Далее разворот и формируется тело свечи. После этого цена углубляется, падает еще ниже и формируем минимум дневной свечи. После этого тут происходит закрытие. Вот. То есть теперь вот открытие, максимум дневной свечи, здесь минимум и закрытие. Ничего сложного. Основные принципы. 2 принципа всего лишь. Первое – это важность закрытия предыдущего дня. И второе – это подтверждение направления. Что это такое, мы сейчас углубленно изучим. Разворотные паттерны закрытий. Разворотные паттерны закрытий, они сигнализируют о развороте тренда. То есть, если у нас бычий тренд, эти паттерны дают сигнал, что сейчас тренд будет разворачиваться после формирования этих паттернов. И также по этим паттернам мы определяем свой байс по отношению к следующему дню. Условия формирования. Начальное движение. Цена пробивает previous day high. Вот наша свеча, то есть предыдущего дня. Вот здесь тело. И тут максимум предыдущего дня. И что делает текущий день? Начальное движение должно быть цена пробивает previous day high. То есть вот цена пробивает previous day high. Затем второе ключевое действие. Цена не может удержаться выше и возвращается обратно в диапазон. Вот тут это происходит. Цена не может удержаться выше этого high и обратно возвращается внутрь диапазона. Которого диапазона? Вот этого. Вот этот диапазон. Вот здесь закрытие, а это максимум. Цена обратно возвращается внутрь этого диапазона. Вот здесь high, low. Подтверждение.
закрытие происходит ниже previous day high. Закрытие вот этой свечи должно быть внутри, ниже вот этого хая предыдущего дня. Закрытие должно быть ниже. И результат. Как только вот это все будет сформировано, вот эти 3 этапа, 3 элемента, можно сказать, 3 действия, у нас будет результат. И на следующий день ликвидностью таргет будет смещен вниз. То есть, как только вот здесь эта свеча закроется, внутри этого диапазона, по отношению к новому дню, вот этому дню новому, наш таргет будет находиться уже тут. Ликвидность будет здесь. Мы должны охотиться именно в эту ликвидность. А значит, байс по отношению к этому дню у нас будет шортовый. Байс у нас будет шортовый, потому что ликвидность находится, основная ликвидность находится в sell size. И когда начнем новый день торговый, вот тут, мы должны всегда здесь искать входы в шортовом направлении. Когда цена будет делать откат в лонг, мы должны искать позиции в шорт, в шортовом направлении. Паттерн разворота формируется, когда дневная свеча пробивает максимум предыдущего дня и закрывается ниже. Это сигнализирует о возможном развороте тренда. Вот то, что мы сейчас изучили. Вот, цена пробивает предыдущий максимум дня, но закрывается внутри диапазона предыдущего дня. Здесь мы рассматривать будем уже бычий сценарий, разворотный паттерн, условия формирования. Начальное движение. Первое. Цена пробивает previous day low. Вот наш previous day. Вот наш low. Previous day low. Цена пробивает этот уровень. Ключевое действие. Цена не может удержаться ниже и возвращается в диапазон. Вот. Цена не может здесь удержаться и обратно возвращается внутрь диапазона. Какого диапазона? Вот диапазон наш. Диапазон предыдущего дня. Вот здесь high это low. И цена вот возвращается обратно внутрь диапазона. Подтверждение, закрытие происходит выше previous day low. Вот наш previous day low. И эта свеча должна закрыться выше этого уровня. Вот эта свеча должна закрыться выше. Как только это произойдет, это будет подтверждением. Подтверждением, что следующий день у нас будет лонговый, и ликвидность будет смещена на buy side. И когда начнется следующий торговый день, мы должны искать позиции в лонговом направлении, когда цена будет делать откат в шорт. И наш байс по отношению к следующему дню будет уже лонговым. Понятно, да? То есть предрасположение наше по отношению к следующему дню уже лонговое. Этот день еще не сформировался, но по этим 2 дневным свечам мы можем уже делать анализ и составлять свою предвзятость по отношению к будущему дню. И как мы видим, вот в следующий день цена сделала разворот, расширение было в лонговом направлении. Паттерн разворота формируется, когда дневная свеча пробивает минимум. Вот, дневная свеча пробивает минимум предыдущего дня и закрывается выше. Вот, и закрывается выше этого диапазона. Это сигнализирует о возможном развороте тренда. Так, до этого мы рассматривали разворотные паттерны, то есть разворот тренда, как определять байс в развороте трендов. Да? А сейчас мы будем рассматривать ситуации, когда тренд продолжается. Как мы определяем свой байс, когда тренд продолжается. Паттерн продолжения, условия формирования. Предыдущий день формируется, первое, формируется дневная свеча с четкими уровнями high, low, close. Вот, допустим, возьмем вот эту свечу, да? Вот формируется дневная свеча с четким low, high и close. Вот есть high, вот есть закрытие. Текущий день цена пробивает максимум предыдущего дня и закрывается выше максимума предыдущего дня телом. Вот здесь цена пробивает максимум предыдущего дня, закрывается выше максимума предыдущего дня телом. Вот тело свечи
И мы должны закрыться именно с телом над этим уровнем. И подтверждение и ликвидность следующего дня будет уже buy side. То есть ликвидность следующего дня формируется в верхней части диапазона ПДХ. То есть вот. И на следующий день ликвидностью, таргетом будет наш ПДХ. Именно вот этот хай предыдущего дня. Почему? Потому что мы закрылись телом над максимумом предыдущего дня. Все довольно-таки просто. И по отношению к следующему дню также. Вот мы закрылись здесь опять телом. Вот максимум предыдущего дня. И мы закрылись над этим уровнем телом свечи. Создали новый максимум. И уже по отношению к следующему дню байс у нас будет опять лонговым. Продолжение тренда. Как только мы начнем торговать в следующий день, наша работа какая? Мы должны искать лонг позиции, когда цена будет откатываться в шорт. От отката в лонг. Понятно, да? Ничего сложного здесь тоже нету. Паттерн продолжения возникает, когда цена закрывается выше максимума предыдущего дня. Это движение подтверждает восходящий тренд. Тут уже медвежий сценарий, то же самое продолжение тренда. Предыдущий день формируется опять дневная свеча, вот тут с четким максимумом, минимумом и закрытием. Следующий день он должен что сделать? Пробить минимум предыдущего дня и закрыться телом под этим уровнем. И по отношению к следующему дню у нас уже будет bias шортовый, и таргет будет sell side, минимум предыдущего дня. Там будет находиться наша ликвидность. Как только новый день откроется, мы здесь должны искать позиции в шортовом направлении. Подтверждение у нас потому что было. Вот мы закрылись телом под минимум предыдущего дня. Итак, подтверждение нашему байесу будет всегда через SMT-дивергенцию в старшем таймфрейме. Что такое SMT и почему он важен? Да? Сначала давайте поймем это. SMT-дивергенция – это расхождение между двумя коррелированными активами. И это сигнализирует о том, что институциональные игроки, то есть smart money, меняют свои позиции. Почему SMT критичен для daily bias? Потому что он дает нам раннее предупреждение о развороте. SMT показывает расхождение в поведении институциональных игроков еще до того, как разворот станет очевидным. Это дает преимущество в определении и изменении дневного байеса. Подтверждение слабости либо силы тренда именно определяется через SMT-дивергенцию, когда один инструмент обновляет максимум либо минимум, а другой нет. И это уже указывает на две вещи. На возможную смену тренда, то есть настроение крупных игроков, и либо приближающийся разворот тренда. SMT помогает отличить истинные пробои от манипулятивных движений в рынке. То есть истинный пробой подтверждает продолжение тренда, а манипулятивное движение, то есть пробои манипулятивные, это обманное движение, и это как раз-таки вот первый вариант, который мы рассматривали, разворотные паттерны. Там происходит обманный пробой, манипулятивный. Здесь вот указаны прямые корреляции и обратные корреляции активов. Итак, давайте рассмотрим все то, что мы сейчас поняли, теорию. Теперь проходим к практике. Как это все будет выглядеть у нас в чартах. Мы находимся в активе US100, это NASDAQ, и тут дневной график. И как мы сейчас рассматривали в теории, вот свеча, это предыдущий день, я сейчас отмечу его high предыдущего дня, high, да, вот закрытие предыдущего дня. И что происходит на следующий день? Цена пробивает previous day high,
Но мы не могли удержаться наверху, обратно вернулись в диапазон и закрылись внутри вот этого диапазона, в диапазона свечи предыдущего дня. И по отношению к следующему дню, новому, да, который еще не настал, у меня теперь байс шартовый, потому что вот на старшем таймфрейме у меня есть одно подтверждение, вот оно. Второе, мы сказали то, что подтверждение вот этому всему SMT дивергенция должна быть сформирована. Вот наша SMT здесь есть, но S&P 500 сделал фейл. Он не смог обновить вот этот хай. Тем самым у нас есть SMT дивергенция. Дополнительное подтверждение, это у нас все происходит внутри диапазона ключевого уровня. Что такое ключевой уровень? Это имбаланс от старшего таймфрейма, может быть, либо ордер блок, либо брейкер блок. Про это у меня все подробно написано в PDF-файле. Он будет совершенно бесплатным всем, кто напишет под этим видео в комментариях просто Daily Bias. Ключевое слово будет Daily Bias. Кто напишет, я всем скину ссылку с полным PDF-файлом, где там 35 страниц, где все подробно написано. Здесь в этом видео не так я углубленно буду рассказывать, потому что время ограничено. Там в PDF-файле там все прям расписано детально. Что такое ключевой уровень, каким он может быть и все такое и тому подобное. Итак, вот у нас SMT-дивергенция есть. Мы закрылись внутри диапазона. И по отношению к следующему дню мой байс уже будет шартовым. И мой таргет, цель будет вот здесь, sell side. Вот этот свинг-лоу будет теперь таргетом по отношению к следующему дню моему. Вот новый день, следующий день настал, и мы видим то, что цена забрала sell side этого предыдущего дня, еще заодно и sell side 2 дней. Вот. Так что этот способ анализа, он прям идеально работает. Только нужно, чтобы все условия были соблюдены. Закрытие внутри диапазона, захват ликвидности с buy-сайда и SMT дивергенция. Давайте рассмотрим еще один вариант. Что происходит здесь? Дневной таймфрейм. Вот мы закрылись внутри диапазона. Сначала сделали захват buy-сайда. Вот previous day high. Previous day high. Мы забрали, не смогли удержаться наверху, вернулись обратно внутрь диапазона и закрылись здесь, внутри диапазона предыдущего дня. Вот закрытие. И по отношению к следующему дню, вот к этому, этот день, то есть либо этот, либо следующий уже, у меня таргет будет sell side. Именно этого дня. То есть вот этой свечи, самой свечи. Так, sell side ликвидность, вот. И в следующий день я буду искать позиции только в шорт. Когда цена будет делать откат в лонг, я буду должен искать позиции в шортовом направлении. И как мы видим, вот цена забирает sell side ликвидность, bias по отношению к новому дню у нас был верный. Здесь вот есть первое подтверждение, то, что мы закрылись внутри диапазона, забрали buy-side ликвидность. Второе, у нас есть SMT, подтверждение тоже есть. Вот оно, SMT между двумя активами, это S&P 500, а это NASDAQ. Вот расхождение между активами двумя. Есть подтверждение. Как только в моем графике будет такая формация сформирована, то по отношению к следующему дню у меня уже будет предрасположенность. Я буду работать только в шортовом направлении. И таким образом я буду уберегать себя от входов в ложном направлении. Я не буду искать позиции в лонг, потому что bias у меня шорт. И вот, как мы видим здесь, отлично все сработало. Здесь
Я объясняю коротко, но в PDF-файле там будут все объяснено вплоть до того, как надо работать далее внутри вот этого дня. Как надо смотреть слом, откуда надо искать слом, все это и тому подобное. Итак, еще один пример. Уже в примере S&P 500. Вот тут у нас происходит закрытие внутри предыдущего дня. Вот. Мы закрылись. Сначала забрали buy side предыдущего дня. Previous day high был. Закрылись внутри. Затем следующий день. Вот наш таргет был вот этот sell side предыдущего дня. Мы забираем, но закрываемся опять внутри рейнджа вот этой свечи. Вот оно. Мы закрываемся, забираемся sell side ликвидность. Забираем ее. Sell side. Вот. Забрали, но мы закрылись опять внутри свечи. И плюс, самый интересный момент, у нас есть SMT подтверждение. Смотрите, между двумя активами. Вот оно. Да? Вот наш SMT. Значит, NASDAQ, S&P 500 обновляет low предыдущий, а NASDAQ делает fail. Мы не обновляем на US 100 swing low. У нас есть SMT подтверждение. И значит, daily bias по отношению к следующему дню у нас будет лонговый. Вот он. Вот здесь у нас будет таргет. Buy side ликвидность. Итак, посмотрим, что было на следующий день. Мы забрали вот buy side ликвидность. По отношению к следующему дню наш bias был верным, и он отработал. Итак, давайте рассмотрим теперь еще один вариант. Дневной график. Мы находимся вот здесь внутри дневного имбаланса. Цена забирает ликвидность предыдущего дня. Вот наш предыдущий день. Забираем sell side, previous day low. И закрываемся внутри диапазона предыдущего дня. Плюс у нас есть SMT под дивергенция. Вот смотрите. S&P 500 забирает low, делает lower low, формируется. На NASDAQ fail. То есть этот swing low не обновлен. Тем самым у нас есть SMT подтверждение. Значит, мы можем смело располагать то, что следующий день у нас будет в buy. То есть в лонговом направлении. И bias нас по отношению к следующему дню бычий. И первый же таргет будет у нас. Где? Вот. Этот buy side. Посмотрим, что произошло к следующему. Вот. Мы забрали. Опять закрылись внутри этого дня. Можем дальше еще двигать. Мы внутри находимся этого дня. Значит, bias опять вот в лонг. Вот, пожалуйста. Все работает, все отлично. И теперь давайте рассмотрим. Мы сейчас рассматривали разворотные паттерны, а сейчас рассмотрим паттерны продолжения. Вот дневная свеча. Предыдущий день. Что делает этот день? Мы максимум предыдущего дня. Previous day high. Пробиваем. И закрываемся телом над максимумом предыдущего дня. Вот. И значит, по отношению к следующему дню, мой байс будет опять лонговым. И мой таргет будет вот этот ПДХ. И как только следующий день наступит, я буду работать только в лонговом направлении с таргетом на вот этот previous day high. Закрылись телом над хаем предыдущего дня. И на следующий день таргет у меня тот же здесь уже. Опять buy side. Видите? Опять buy side. На следующий день. Вот здесь вот разворотный паттерн. И теперь bias по отношению к следующему дню у меня будет sell. Итак, если мы закрылись тут телом по отношению к следующему дню, таргет будет sell side. Ну-ка проверим.
Опс, вот мы забрали сначала sell side, но закрылись выше. То есть наш таргет отработал. Первый. Видите? Но мы закрылись опять телом над максимум предыдущего дня. И, соответственно, на следующий день таргет у меня будет вот этот buy side. Есть, забрали. Видите? Ничего сложного. То же самое и происходит, когда цена двигается в шортовом направлении. Допустим, вот рассмотрим еще один вариант. Смотрите, вот предыдущий день. Sell side предыдущего дня. Следующий день делает что? Смотрите, мы забираем buy side предыдущего дня. Вот этот buy side. Да? Вот. Здесь же формируется у нас SMT дивергенция. Вот между NASDAQ и S&P 500. NASDAQ делает новый high, формирует swing high, но S&P 500 делает fail. Мы пробиваем минимум предыдущего дня и закрываемся ниже. О чем это говорит? Это говорит о том, что здесь будет продолжение тренда. Очень сильный сигнал это. У нас есть SMT дивергенция, у нас есть закрытие телом под минимум предыдущего дня. И значит, по отношению к следующему дню, мой таргет будет вот этот low этого дня. Опять мы забрали, смотрите, забираем, закрываемся телом ниже минимума предыдущего дня. К следующему дню, по отношению к следующему дню, мой байс опять шортовый. Вот. В PDF-файле, который я приготовил, там все детально написано, показано, как нужно работать уже внутри этих свечей, как нужно определять слом структуры, по каким моментам нам нужно искать входы, куда нам таргетироваться. Все это я расписал в PDF-файле. Поэтому, кто, если заинтересован, напишите в комментариях слово Daily Bias, и я вам скину этот PDF-файл. Полное пошаговое руководство по этой теме я собрал в PDF-файле. Здесь расписано все детально, вплоть до того, как надо производить входы. Вот здесь. На каком таймфрейме нам надо искать слом, на что нам нужно опираться. Все самые важные моменты того, чего не было на видео. Поэтому, если вам интересно, можете спрашивать по поводу этого PDF-файла. Просто напишите в комментариях кодовое слово Daily Bias, и я вам скину ссылку для скачивания. Здесь собрано очень много всего материала полного. 35 страниц, полное, подробное, детальное описание здесь присутствует. И плюс еще темы, которые не были затронуты на видео. На этом все. Если это видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующих видео я постараюсь раскрыть еще более интересные темы и поделиться с вами. Всего доброго, до свидания.